Господа, поскольку у нас сейчас будет еще один пациент, ну то есть из новых последний, завтра только Катя, и так будем заниматься. Джозеф предлагает сначала сейчас, потому что сказали, минут через 10 уже пациент будет, может быть, мы эти 10 минут посвятим не практике, а вопросам, если они у вас есть, чтобы практику не разбивать. Хотя, кто знает, может, пациент может и подождать. Что? А видно? Хорошо. Это главное в этой истории. Если я говорю громче, тогда все жалуются, что фонит. Нет, нормально. Так хорошо? Прекрасно. Вопросы, господа. Слушаю вас. Questions with Anna? По Анне есть вопросы? По пациентке? Про что? Про эти золотые капли. Так. Про грязь, которую можно полизать, и все пройдет. Слушаю вас. Совершенно верно. Я разговаривал с гомеопатом. Дай микрофон, пожалуйста. Благодарю. Я разговаривал с гомеопатом. Они говорят, что золото это вообще потрясающая вещь и очень хорошая штука, и давным-давно используется в гомеопатии. А вот что касается золотоносной породы, то там столько всего понамешано, что, в общем, говорить о каком-то эффекте именно бактериальном или каком-то еще довольно проблематично. So they do believe in it. There's so much in it that difficult to assume that these are viruses or bacteria or anything else. So it's difficult to rely on the assumptions if there was no proper chemical research. I agree. Я согласен. Вот, там огромный состав. Вот, Вопрос в чем? Вопрос заключается в том, а точно ли это бактерии работают? Может быть, это что-то другое, микроэлементы какие-то, я не знаю, само золото может быть. I don't. I'm hypothesizing it's DNA. На самом деле я ни в чем не уверен, просто гипотетически я думаю, что это ДНК и РНК. The reason why I'm hypothesizing that Откуда у меня эти гипотезы? is because when the man licked the rock, Когда человек лизнул породу, the nosode that eliminated the weakness was bacterial. слабость устранилась бактериальным нозодом. So, based on the fact that the rock didn't have any contact 400 million years ago with anything else, Но поскольку, так сказать, порода не имела контакта там then the water, огромное количество сотен лет then the water that it bubbled up into, ни с чем, конечно, логично предположить, что именно та самая вода, которая была в контакте в свое время, and since the и спровоцировала the эффект. combined bacteria nosode eliminated the Но если, weakness, то есть в нашем случае комбинированный бактериальный нозод устранил слабость. Отсюда и предположение. I have made a quantum leap hypothesis. То есть это такое квантовое предположение. Предположение в виде квантового скачка. That perhaps, and it's true, that То есть perhaps по сути так и есть. the rock has retained an Я energetic, просто полагаю, что именно порода сохранила в себе an energetic memory энергетическую память of this pool of. того самого бактериального пула, с которым была в контакте. So other than that, I don't have more А иначе у меня information. вообще нет никакой другой информации. What does impress me Что на меня действительно произвело впечатление, is that it does have some effect. что эффект все-таки есть. The next step then, of course, is to research and А следующий understand. этап, конечно, научные исследования для того, чтобы получить настоящее понимание. I don't think that by normal scientific analysis we would be able to evaluate the energetic component of. Не думаю, что обычный научный подход может помочь идентифицировать энергетическую память и влияние. Вы опять? Снова. Мне просто показалось, что здесь дело не в каплях, а в той самой энергетической составляющей, которой обладает наш коллега.
доктор. И именно его руки здесь работают в большей степени, нежели чем золото и все остальное. Сонда, понял, что сказал? Я понял, что я сказал. So the effect really doesn't come from any rock, from any nozzles or anything. Look at Alexander. The effect is coming from the energy of your hands and your personality and your energy. That's why I've been married so many times. Ну вот видите, мы опять, как-то, вот и опять мы вызвали реакцию слабости. Говорит, дело все в том, что был женат много раз. Perhaps Секундочку. Погодите. Пусть он договорит. I would say that idea is a bigger quantum leap of faith than what I just told you. Это еще больший скачок квантового характера. More than the idea that the rock might. Короче, это еще более дурное предположение, чем все остальное, что было связано с этой скалой, с этой породой. We are all portals of universal energy. Мы же все ворота вселенской энергии. Все. Whether I am that potent and you. Рассуждать на тему того, кто более патентный, более мощный в этом смысле. I have my doubts. Во всяком случае, на свой счет у меня есть большие сомнения. Better to be humble than consider yourself a shaman. Лучше все-таки быть поскромнее и не считать себя шаманом без причины. So I don't know. Не знаю на самом деле. But if you test the drops on patients and get the same result, но если вы будете тестировать капли на своих пациентах и получать те же результаты, then I would assume that it is the drops, that they are the drops rather than myself. Тогда все-таки я с большей уверенностью буду говорить, что эффект все-таки связан с каплями, а не с моей энергией. Бахтияр, слушаю вас. We have a boy. That's interesting. Да. Достаточно ли отработки только по лигаментозной связи? На самом деле, как Джозеф работает? Отработка по типу синергиста, антагониста, агониста? Any other treatment approaches that you use treating scoliotic patients, or just the interlink? Would you use exercises? Would you look for agonists, antagonists? Of course, once you Конечно, можно использовать другие подходы. Once you arrive at a point whereby the body is accepting your input, you can do anything. На самом деле, самое главное дойти до той точки, когда тело будет с вами соглашаться и принимать ваши усилия, как положительные. И тогда вы уже можете делать все, что вам заблагорассудится. Применять любую терапию, которая работает в ваших руках. Certainly specific exercises would be indicated. Специфические упражнения обязательно. Безусловно. Sure. I agree with everything. Я согласен со всем, что работает. Если диагностика и первый этап лечения выполнены правильно. Слушаю вас. А посевы вот этой породы вообще делали или не делали? So the rock was not investigated chemically or bacterially or Chemically, yes. Химически, да, but from the bacteriological point of view. It wouldn't show. Никаких бактериологических посевов не делалось. It's 98% iron ore. Там, в общем, короче, там железа полным-полно. Iron. Железо. It came from the iron core or the iron part of the earth. То есть это на самом деле какая-то стержневая порода. Я теперь сомневаюсь, что это действительно речь шла о золоте. То есть речь идет просто о какой-то породе, которая составляет этот сердечник Земли. Вот о чем речь идет. It was very hot. Там все было очень горячо и жарко в свое время. And it just bubbled up into this просто bacterial pool. В бактериальный пул. It's a hypothesis. Послушайте, это все гипотеза. Это все гипотеза. It has some effect. Какой-то эффект есть. I'm sure. Я уверен. But long term will have to be. Но дело все в том, что должно пройти время. Слушай, сейчас я оттуда пойду сюда, ладно? И ты потом их потеряю. После применения волшебных капель у нас вылезала на поверхность масса проблем, в том числе многочисленные гипотонусы мышц. Да? Если у человека появились гипотонусы мышц, почему он стал лучше стоять? Почему что? Почему он стал лучше стоять?
when you use those drops. We're stuck on those damn drops, aren't we? Вот теперь Джозеф говорит, какого черта мы теперь привязались к этим каплям. Мне кажется, он уже сожалеет, что вообще показал. So anyway, after the drops, we see many compensations or high-powered tonic muscle reactions that pop out. Why then, if all those compensations come out, why the patient walks better and stands better if the drops unravel the compensations? Well, it doesn't fix everything, but it starts allowing the body to fix itself. Дело все в том, что эти капли, они не устраняют тех компенсаций и тех гипотонусов, которые действительно выходят на поверхность. Просто каким-то механизмом эти капли дают возможность телу начать самовосстанавливаться, даже в присутствии всех тех слабостей и компенсаций, которые, конечно, этими каплями не устраняются. Просто тело обретает большую возможность прийти в чувство. При осмотре и тестировании до приема капель или помещения их в руку пациента гипотонусов и положительных реакций на различные провокации практически нет. А можно вопрос повторить? Не слышно совершенно? На камеру, по крайней мере. Извините, я дам Могу сразу микрофон, сказать. потому что недавно не слышно, ни камеру. Я-то слышу, а микрофон не уловит точно. Вопрос, слышно? Да. Вопрос заключается в том, при осмотре и кинезиологическом тестировании до приема капель или помещения их в руку пациента, у пациента практически не находили гипотонусов и положительных реакций на различные механические провокации. Но при этом стоял и ходил он не оптимально. После применения капель или помещения в руку пациента при кинезиологическом исследовании появилась масса проблем и положительных реакций на механические провокации. При этом динамика и статика пациента стала более оптимальной. Почему? So really same question, but With the change in movement? no drops, neither in the hand nor in the mouth. The patient is unable to stand properly or to walk properly. But there are no negative reactions or positive reactions to challenges, and there are no muscle weakness. You give the drops, there are weaknesses, there are positive reactions to challenges, but with all this, the patient walks better and stands better. Yeah. Why do you think? Because we're... let me try and phrase this correctly. Дайте я попробую собраться с мыслями и правильно сформулировать то, что я хочу сказать. If So you more take... weaknesses, but in statics and dynamics, the No, patient there is are better. more obvious Нельзя сказать, что с каплями indications of disturbance. больше слабости или больше положительных провокаций. Их такое же количество, просто они становятся с каплями очевидными. Не появляется никаких новых положительных провокаций и мышечных слабостей. Просто раскрывается то, что до капель было неведомо. Гиперфасилитация уходит, скорее всего. And probably facilitation goes away. Какая-то мышца в организме. Может быть, и фасилитация The уходит. patient is stuck in a compensatory structure Ну, то есть пациент как, так сказать, в клетке, в своей компенсаторной структуре. that at that point in time is the best the patient can. Но пациент, как всегда, так сказать, тело пациента делает все, что от него зависит, и все, что возможно, пытаясь функционировать на своем оптимуме. So when we perform these tests, the body is saying, I'm okay. И когда мы выполняем все тесты, тело говорит, да нормально у меня все, да я в порядке. То есть я привыкла, я в порядке. If we take away this overlying restrictive А вот когда problem, мы убираем эту рестриктивную проблему, то есть когда мы убираем эту уверенность, что все хорошо, so the patient will start to move better.
Пациент действительно начинает лучше двигаться. And you've seen that. И вы это видели воочию. But when they move better, Но когда пациент лучше двигается, then the body begins to recognize the restrictions that тело are there. начинает понимать, что оказывается есть что-то, что этому хорошему движению до сих пор мешало и продолжает мешать. So when I had the patient hold the drops in the hand, То есть, когда я просил пациента держать в капле, and I showed this with Katie, показывал искатель, and did not move, без движения, she had no positive reaction. у нее не было no muscle никаких weakness положительных pattern. реакций. Holding the drops in the hand and walking А and когда я coming дал back капли в руку, попросил ее походить, started unraveling those restrictions, все рестрикции стали выходить на поверхность, их стало видно, они стали очевидными. and then immediately following we saw these disturbances become evident. И мы сразу увидели те нарушения, которые до поры до времени тело пыталось скрывать, к ним привыкнув. Which is positive, even though you saw her move better, А это положительная реакция. and she moved better, creating these compensations to become evident. То есть, по сути, ее более качественное, ну или более хорошее движение дало возможность нам увидеть те компенсации, которые до поры до времени были скрытыми. That's why when you asked me yesterday if what I would do next, Вчера вы мне задали вопрос, а дальше что бы вы стали делать? and I said I would probably not treat the patient until the week following, И я вам сказала, что, скорее всего, отпустил бы пациента на неделю и не трогал бы его в этот период. because many patients correct themselves by Потому что walking and breathing, многие пациенты просто ходьбой, дыханием самоскорректируются. and you have to fix fewer И things. вам останется лечить уже меньшее количество всяких нарушений. So that's what happens. Walking, breathing, Вот и talking. все. Дыхание, разговор, ходьба. То есть повседневная, здоровая, нормальная активность поможет самоскорректироваться. Will begin to auto-correct these То есть problems. начнется аутокоррекция, и вам останется меньше работы. I hope that makes sense. Я надеюсь, что разумно прозвучало сказанное. Бахтияр, вопрос у вас был, нет? У кого еще был вопрос? Слушаю вас. Я снова про капли. Конечно, там ребенок уже спит. Короткие. Ребенок Вопрос. спит. Приехали, ребенок спит уже. Возможно. Drops again. The child is already asleep. We'd better He move to the wants child. to talk into the phone. Кроме этих капель, он что-нибудь применяет как взамен? Если Либо нам может быть какой-то замен. Да. Или это может именно стимулятор? Капли кончатся. So when they run out of drops, what else would you recommend to use? Any Oh, substitutions? alpha omega drops that I Я вам сказала, пожалуйста, альфа-омега, там тоже можно оттуда брать и You can buy пользоваться. them here, Альфа-омега у вас доступна для продажи, поэтому можете. or you can come over and lick the rock and then Или make your own. поезжайте, там, облизывайте эту грязь породы. The OH stuff. The reason why I did this Ведь я просто почему это стала вам показывать и делать? is not to make it more difficult, but to make it more easy for Чтобы you. просто облегчить вам хотя бы занятия на этом семинаре. А получилось, что я вам все только усложнил. Otherwise, we would discuss how to arrive at a Все diagnosis. дело в том, что если бы я не стал сейчас использовать эти капли, любой демонстрационный показ сейчас удлинился бы, потому что нам надо было заводить разговор, а что делать тогда, а что делать тогда, а как использовать там эти назоды, а еще что-то, как от них перейти еще к чему-то. Вот и все. Это был просто такой обходной путь для того, чтобы избежать слишком длинных разговоров в недолгое время, отведенное для семинара. Вот и вся история. Забудьте упали эти капли. Пока. So the idea is to assess whether or not you can start physical treatment of the patient. То есть на самом деле задача в том, чтобы понять, можно ли начинать физическую работу с пациентом. And if the spine does not accept it, then it doesn't make sense А если позвоночник не принимает ваших усилий, ну какой смысл тогда лезть вон из кожи? for you to waste your therapeutic Лишь time просто тратить свое драгоценное время, отведенное на лечение, and the patients their money, и деньги пациента. unless you're more sure that you can make a change. Вот и все. Нужно просто, прежде чем прибегать к каким-то попыткам изменить тело, убедиться в том, что тело готово принять предлагаемые изменения. So that's why I spent a lot of time saying or trying to teach that unless the body accepts it, you can't. Вот поэтому я каждый раз настаиваю на том, что если тело не принимает ваших усилий, но бесполезно все остальное. Убедитесь сначала, что тело хочет с вами сотрудничать. Yes. Чей пациент? Пожалуйста. Okay. Приглашайте. This patient is different already.
Вот уже у нас сразу понятно другой пациент. Okay? Абсолютно другой. He has genetic disturbances I can see already. Okay? Can you see it? So I this is, just don't want to say it. I know, but you can see he's already different. Okay, this is our first boy. Первый мальчик за 2 дня. And I would probably suggest that he has had this since not long after birth. То есть проблема, наверное, возникла вскоре после рождения. Генетическое заболевание, да. Genetic. Сколиоз появился That's what I со thought, временем. genetic. But scoliosis is not from birth. Hello. Как зовут? Алексей. Алексей. Hello. We have to have Alexei sitting. Так. On the chair, on the bench. Maybe, okay, we can. Well, it's easier for them to see here if we lift him up. Давайте посадим на кушетку, можно? Now, how old is Alexei? Сколько лет? 12. Okay. Let's see if he understands how for the muscle test. Okay. С мышечными тестами, наверное, можем справиться? Попробуем? Are you Ну, давайте ready? попробуем. Let's try, we never tried it. Yes. Okay. Давайте попробуем. So let's see if he knows to do the bicep. Okay. Push. Ну, Борис, не давай разгибать руку. So mom has to help. She can sit there. Можете сесть рядышком, помогите объяснить, что нужно просто бороться, не давать руку разгибать. Лёш, надо руку толкать. So you tell him to push up. Вверх руку надо поднимать. Толкай руку доктора. Толкай его, толкай сильнее. Поднимай. Толкай, борись с ним, борись, это борьба. Показывай, какой ты сильный. Вверх надо ручку. Покажи, какой ты сильный. О, молодцом. Еще. Okay. So already we are different. То есть сразу видим, да, что эта работа будет другой. Where the patient has difficulty understanding our commands. So we might have to test the mother. Может быть, мы будем через маму тестировать. Which is, as you know, surrogate То есть testing. это называется суррогатное тестирование. Вместе с мамой. Не один будешь, а вместе с мамой. So what we have now, as opposed to the two girls, То есть в отличие от предыдущих 2 девочек, is a different situation that we have to assess. мы сейчас сталкиваемся с другой ситуацией, и просто нужно найти другой подход и другую возможность. So let's see if he can push his leg. He walks okay. Ходит он хорошо, может быть, ногой будет сопротивляться. Push. Толкай руку. Ногой своей толкай руку. Push. Толкай сильнее. Не переставай, толкай. Okay. Very good. Okay. He walks. Ходит. How is he with understanding television and things like that? Телевизор смотрит? Хорошо понимает? Yeah? Watches movies, cartoons. And then remembers what they were about? Запоминает, про что было в фильме? Yes. Okay, good. Частично. Well, partially. То, что Very good. понравилось. Remembers only what he likes. Okay. So we're confronted with a different situation. Понятно, что ситуация радикально другая. When there is a difficulty at his age to respond to the muscle test, Значит, когда в таком возрасте у ребенка сложности с реагированием на мышечный тест, there might be also difficulty for the body to respond in a normal, вполне unconscious. возможно, что и тело на неосознанном уровне будет постурально реагировать по-другому. То есть тело само тоже может столкнуться со сложностями реакции. Have they diagnosed Alexa? Yeah, Alexa. Алексей, what do you mean diagnosed? Scoliosis? What kind of disturbance does he have? You mean Genetic. генетически диагностировано было, да, болезнь, заболевание? Да. Williams syndrome. Okay. So. So we'll just do something different because we cannot use the Поскольку normal patterning. нельзя использовать наш привычный паттерн работы, поступим иначе. So let's have the mother sit down here. Так, мама тоже садится. And we're going to play with Alexei. А с Лешей будем сейчас играть.
We're going to play. Поиграем? Okay, this vibrates. Чувствуешь, жужжит, вибрирует. This vibrates. И это вибрирует. Okay. Okay. So, he holds mother's hand. Значит, он держит маму за руку. Maybe if we can go on this side with mama. Может быть, мама на ту сторону лучше. So that we can see with the camera. И камере, чтобы было видно. My thinking right now То есть я на данный момент is not so much purely structural. Не мыслю сугубо структурально. What do we have to do to be able to go to the next step? Что сделать, чтобы перейти на следующий этап работы? What would you think in your practice? Ну, были бы вы у себя на работе, в кабинете, о чем вы задумались? Проверить маму надо. Test mom first. Okay, that's a procedure, but what would you think you... Это процедурное мышление. What would you try to fix? Что бы вы попытались устранить, скажем так? Тракцию позвоночника сначала. Trying traction of the spine. Well, we have to ask ourselves a certain question, I think. Мне кажется, нам надо задать себе определенный вопрос. Does his body have the capacity to do what we wanted to do? А есть ли у тела ресурсы для того, чтобы делать то, что мы собираемся ему предложить? Не желание, а ресурсы есть ли в теле? From what we've already done. На основе того, что мы уже сделали. Would you say Ну yes что or скажете? no? Да, нет? Done yet? Why da? Почему да? Кто сказал да? Okay. I would say нет. А я бы сказал нет. So why нет? Почему нет? I agree with Oscars. Оскар вот знаки подает, и Джозеф с ним согласен. What was it, Oscars? Оскар, созвучьте, пожалуйста, что вы хотели сказать. We need a better central nervous system control. То есть мы не можем полагаться на контроль центральной нервной системы. So to concentrate, I think, on the scoliosis at this point wouldn't be advantageous for us. Я думаю, на самом деле, если мы сейчас сконцентрируем внимание на сколиозе, мы пациенту не поможем, потому что не в этом дело. Сколиоз не так важен на данный момент. Because unless he can understand how to do the testing, we're kind of stuck. То есть на самом-то деле во всех наших процедурах до тех пор, пока пациент не освоит мышечное тестирование, не поймет, как его делать, мы далеко не уйдем. So let's see if we can make him more cognizant. Давайте попробуем предпринять попытки, дать ему возможности участвовать в мышечном тестировании. So I'm just going to do some stimulus and see what his То body. есть я сейчас просто использую стимуляцию и посмотрим, что получим в итоге. So you ask him, I'm going to test his mommy, okay? Лёш, значит, сейчас Джозеф маму потестирует. Ты поборолся с ним, теперь мама будет бороться. Хорошо? Is that okay? Можно? Хорошо? So the mother resists backwards. I use the extensor. Значит, выпей рукой назад, не давайте ему руку вперед выводить. Very strong. Очень сильно. Maybe further back. Поглубже сядьте, пожалуйста. There we go. Okay, so she doesn't turn. Чтобы не крутиться на кушетке во время тестирования. Okay, straight with the elbow. Руку прямо, локоть не сгибайте. Now we vibrate Alexa. Okay. Теперь Лешу будем жужжать. Не бойся, держи руку. Сопротивляйтесь. Okay. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Good. Держи. Спасибо. Ой, другое жужжание. Сопротивляйтесь.
Sopativetus. Whoa. He doesn't like that. Can you see Не that? нравится, вы видите? Now, this one А это is okay. пойдет. Хорошо. No. See, he tolerates that. Видите, высокочастотную вибрацию переносит легко, And this one, а низкочастотную he doesn't like very much, you see. плохо, He's pulling away. So, пытается отодвинуться, doesn't matter which side. неважно с какой стороны. So, what I'm trying to show you is something interesting. То есть на самом деле то, что я пытаюсь вам сейчас показать, весьма интересно. He can sit, he's okay. Садись глубже, как мама Now, when садись. I vibrate the periphery Значит, когда делаем вибрацию на периферии and test his mother's, и тестируем маму, he weakens. возникает реакция слабости. When I test this periphery, she does not. С этой стороны, здесь периферии, нет этой реакции. This means that the mother might have a very, very close association. Это значит, что у мамы очень тесные We're going to ассоциации. ask her to move to the other side Пересядьте, пожалуйста, теперь сюда. of Alexei, and we're going to repeat the same stuff we did on И the opposite. повторим то же самое, что делали до сих пор. There was a question. Вопрос у вас? Да. Мы должны смотреть в корсете или без корсета? Should we examine Alexei in the brace or without it? We're not concerned about the Нас сейчас scoliosis. сколиоз не интересует, поэтому корсет ни при чем. So, before we are concerned about the То scoliosis, есть прежде as I чем нам said, вообще задуматься о сколиозе, we want to see if we can make an improvement on his central integrated надо system. попробовать немножко восстановить центральное интегративное состояние, чтобы можно было с большей надежностью использовать пациента в мышечном тесте. Remember, without this, Помните, без этого we fall down. мы So сгибаемся, складываемся. we need his brain to help us. То есть нам надо, чтобы его головной мозг помогал. So we're going to test his mother Еще раз тестируем маму. with the right arm, Правая рука теперь. right leg, Правая нога. nothing. Ничего. Left leg, Левая нога. weak, Слабость. weak, Слабость. weak. Слабость. Arm, Рука. weak. Слабость. So we get the same response То есть получаем такую же реакцию with his left side and his mother's right arm. с маминой правой рукой и левой стороной Алексея. Right side and his mother's left arm. So that's just like a normal То есть person. то же самое, как у любого человека, противоположный паттерн реакции разгибателя. And we vibrated his Ну-ка еще skull, повибрируем. and we found the weakness of the same side on the mother. То есть You following me? увидели у мамы, когда использовали вибрацию на черепе, у мамы была одноименная слабость. You following me? Следите за тем, что я говорю? A little. Или чуть-чуть только? This is transcranial vibration, Значит, это транскраниальная вибрация. and his brain doesn't like it. Мозгу она не понравилась. So we're jiggling his brain. То есть мой мозг так буквально взбудоражили, взбаламутили. Вам тоже не понравится. So this is a strange feeling, Ощущение такое причудливое очень. and you can play with it. Можете сами с этим поиграть. So we're trying to see what his brain says. То есть мы пытаемся понять, что говорит мозг Алексея, что он, как он реагирует на And этот his brain импульс. says, И мозг говорит: убери это отсюда, мне совсем не нравится. does that make sense? Понятно до сих пор? Okay. So we're going to see if his right brain says the same thing. Посмотрим, что правая сторона скажет. See his face. На выражение лица смотрите. Mother pulls backwards. Мама, сопротивляйтесь. Okay, good. Pull. Okay, this one's not as bad. С этой стороны на самом деле не так плохо. Oh, sorry. Makes his nose tickle. Досу защекотала. Okay, can you do this? You touch her K27 right there? Yes. So I'm going to have К27. Tatiana touch K27. Okay. Now watch this. Смотрите, Pull. сопротивляйтесь. Pull. Whoop, she's changing, sorry. Видите, поменяла положение руки. Weakness. Слабость. Take away. Pull. Strength.
Сила. So, we have an interesting phenomena here. Вот вам, пожалуйста, интересное явление. The vibration Вибрация. of the brain, Вибрация головного of the мозга, hemisphere on the left, левого полушария, created weakness. вызвала слабость. Vibration of the hemisphere on the right Вибрация правого полушария created hyper. создала гиперреакцию. So this part of this hemisphere on the right Поэтому правое полушарие is upregulated and agitated, находится в состоянии повышенной регуляции, то есть возбуждено. and the one on the left А левое is downregulated. недополучает возбуждения. So it's creating a family where they live together for the children, but they don't love each other. It's like a marriage where Это, they, знаете, как в браке люди живут вроде ради детей вместе, но друг друга не любят. so the two hemispheres are not То есть communicating два very полушария well. друг с другом не разговаривают, не общаются. So we have to help those hemispheres communicate if we can, Если удастся, надо помочь полушариям and this заговорить друг с другом. will help Alexei to begin to develop. И Алексею это поможет в развитии. The other problem we have Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. is vibration stimulus Значит, используем вибрационный стимул, creates weakness провоцируем слабость у on мамы. each side. Слабость возникает, то есть провокация оказывается положительной с обеих сторон. So what are we dealing with? С чем мы имеем дело? The high hertz vibration creates weakness. What does it mean? Высокочастотная вибрация провоцирует слабость. О чем это говорит? Is it nerve? Nerves. What nerves? Какие нервы? Peripheral. No. Нет. Why? И почему нет? Cranial. Not И cranial, не черепные. but central. They said Right. central, I didn't say Yeah. central. Oh, okay. Центральный он просто пропустил. Центральные. Because it doesn't matter where I place the Потому что не vibration. важно, куда я ставлю вибрационный стимул, возникает слабость. And we know his nervous system's there because he's moving, so it's okay. So this means that the signals are coming up, Это значит, что сигналы поступают вверх, but the brain's not doing what it should do. но мозг эти сигналы не может правильно обработать. So this normal reaction in the brain is not there, so we have to work there. Поэтому тут надо работать. So we can try Можно попытаться. these. I don't know, Не знаю. but we can also try therapy localization. Можно попробовать терапевтическую локализацию. So we need, unfortunately, because this is heavy and he might drop it. То есть мы не можем Алексею дать руку магнит, он достаточно тяжелый, не дай бог So we'll уронит. ask Tatiana to stand behind and place the magnet on his head. Okay? Where? Anywhere. We'll start in the middle Yeah, right. with the south pole. But So this is let's south. try this side. South? Yes. We're going to try the left side. Сначала попробуем левую сторону. And, okay. We should be Yes, quick, I he can doesn't do like this. it. Okay. No, he doesn't mind this. Take it away. Okay. On the. Cool. Okay. Try this side. Try North Pole. Same? This side. This side? So temporal tap here. Now we can use temporal tap Теперь можно использовать височное Why? постукивание. Почему? Зачем? to ask if it's the right thing. Okay. Спросить, то ли мы обнаружили. So keep there. Stimulus. Temporal tap. Keep in place. No. Here. South. Юг. Yuk. Юг. Strong. Сильная. Temporal tap. Yuk. Slabé. Do we have two magnets? Два magnet. Два магнита. Okay, we do one here Один сюда. and put that down. Okay, south pole left, Слева южный полюс. north pole right. Северный полюс справа. Okay, are you following me? Следите за...
Temporal tap. Височное постукивание. Okay, same thing. Temporal tap. Down. Strong. Сильное. So temporal tap on one side only, TL. То есть височное постукивание с одной стороны, Weakness. терапевтическая локализация, Other слабость. side, Другая temporal сторона, tap, weakness. слабость. Both sides, С обеих сторон strong. сила. What does that tell you? О чем это говорит? We have to fix both sides, yes. То есть надо лечить обе стороны. So the right side is Gieper. Правая сторона гипер, TL was North Pole. ТЛ была северным полюсом. Left side is Левая Gipo. сторона гипо, TL was. терапевтическая локализация была южным полюсом. So the temporal tap told us we have to fix both. То есть при помощи височного постукивания поняли, что надо лечить оба полушария. And we know we have a genetic Но мы predisposition. знаем, что есть генетическая предрасположенность к нарушению. Doesn't mean your task is impossible. Это не значит, что вся работа бесполезна и невозможна. It's not straightforward. Просто не все так прямолинейно и не так все просто и ясно, но это не значит, что все невозможно. So there are many avenues we need to На самом деле можно исследовать разные авеню. But I think if we can open up a little bit of a doorway, we can Мне help кажется, что others. если мы хотя бы немножечко приоткроем дверь верного пути, мы сумеем Алексею помочь. So my first step will be to, if we can help so that his brain doesn't resist the То есть хотя бы давайте попробуем сделать так, чтобы мозг не реагировал негативно на and вибрацию. that the input from below will be treated in a better way. И тогда входящая информация будет обрабатываться лучше, легче. So we cross fingers and hope. Держим кулачки. So let's see what God drops do. I'm not very hopeful, but let's. Я не очень, так сказать, сейчас надеюсь на капли, но кто знает. So we ask Alexei, hold the drops Держи бутылочку with the other hand. другой рукой. Хорошо. And hold your mommy's hand, the other hand. Возьми вот, а это не возьми. Okay, хорошо. Yay. Good. Okay. That's okay. Your mommy can hold them too. That's okay. Okay. You like, huh? Okay, cool. Pull. Pull. Holy shit. That's really cool. Pull. That is so cool. That's May I translate this to the audience? What you're Yes, saying that over was- here. Yeah. Как под нос себе говорит, черт побери, как интересно, здорово-то как, чертовски здорово. It's pretty. Ooh. So, Tatiana is going to touch here Put my hand over there. on the K27. К-27. You ready, Alexei? Do you see that head? Видите голову? Doesn't pull away. I didn't even have to test her. I can see from his. Мне даже тестировать не надо было маму, потому что реакция была очевидной. Do you see what's happening? Видали такое? Now that's cool. Клево? So we're going to take away these. Отдавай. So what does this tell us? О чем это говорит нам? Something in the bacterial immune system makeup. Где-то там в бактериальном прошлом. The immune system is a terrible friend. Знаете, иммунная система, конечно, друг, но друг Both good and страшный. bad, you know. And То есть друг, от которого можно ждать чего угодно, и хорошего, и if it плохого. turns on at the wrong time, Потому что если иммунная система вдруг взыграла не в то creates время, reactions. Okay, he's still not gone away. то есть эффект капель еще See which держится. side starts. Oops, he's still not. Wow, those drops are strong. Сам себе говорит, черт побери, какие сильные эти капли. No, he still hasn't. Смотрите, до сих пор еще эффект That's a сохраняется. strong reaction because Видите, какая he's сильная maintaining реакция. that. So we have to wait until Так this что надо comes подождать, back. пока положительные реакции вернутся. That is strong. С ума сойти как. So we'll have to wait. But Пройти сейчас. If we ask Alexei to walk a little bit, if he, it's okay. можно? Леш, пройдешь немножко? Yay. Okay. Походи чуть-чуть
Пойди погляди, что там. Okay, he can come back. Ну, иди обратно, раз не хочешь туда идти. So, without him sitting again, have him stand by mom. Так, вставай рядом с мамой. Садиться не надо, вставай с мамой рядом. And you just touch him. Просто касайтесь его. Now it's back. Вот все вернулось. So let's see if we get the same reaction. Давайте попробуем посмотреть, будет ли здесь такая же реакция. He's starting not to like it. То есть начинает вот... See, he doesn't like it. No. Видите, уже не нравится. So I'm going to ask him then to just walk with this. Леш, возьми капли и походи. Пойди прогуляйся немножко. Пойди прогуляйся. With his mother. С мамой пойди погуляй. Yeah. Покажи людям корсет такой красивый. Другим детям капли не давай. I just want to see if anything changes the situation. Просто хочу посмотреть, изменится ли что-нибудь в общей ситуации. And then back. Идите обратно. He wants to give him the drops. He's very good for it. Леш, никому ничего не давай, иди обратно, неси все с собой. Никому ничего не давай. Доктор знакомый. Ничего не знаем, никаких знакомых докторов. Ему решил сдать. Okay, very good. Now, I'm going to test his mother. Теперь потестируем маму. Стоя. Up. Вверх рукой. And I'm going to compress. А я немножко сожму шею. There it is. Оп. And I'm getting a positive Получил положительную краниальную реакцию. On the right. Справа. Now we're going to have him walk with his mother again without the drops. Теперь без капель походите, вдвоем погуляйте. Реакция была на компрессию или на растяжение? That was jugular compression, right? Yes. Это была еремная компрессия. Just to show that the drops possibly are having effect because his просто чтобы показать, что капли действительно оказали какое-то воздействие. there becomes a positive jugular compression. Просто показать, что еремная компрессия стала положительной. I'm just trying to observe something. Okay, we do it again, Alexei, with the drops. Ну, а теперь с каплями погуляй. Только не отдавай никому. Okay, want to see. Go that way. Okay. Нагулялся? Again. Еще погуляй, еще. Очень быстро ты пришел обратно в этот раз. Подальше пройдись. До знакомого доктора. Не пойдешь? He's had enough. Нагулялся. Stop. Ну, не пойдешь. With the drops, he does seem to change slightly. Мне показалось, что немножечко он иначе идет с каплями. Ну, то есть зарождаются какие-то перемены. So let's see if he follows me. Come, Alexei. Follow me. С каплями идет. I don't know if you noticed. This is a dramatic change. Очень явные изменения. Видно вам? Okay, come on. Watch his head. Смотрите на голову. His head stays central. Видите, голова по центру сидит. With the drops. С каплями. Now he's still bent, which is normal, but when he was without the drops, Без капель. he was doing this. Вот так он больше шел. And walking. With the drops, his head is straight, where it should be. То есть на самом деле, когда он идет с каплями, он действительно держит голову по центру и смотрит перед собой, а не в стороны, когда Is это very good. молодцом. So that makes me excited. То есть меня это просто So будоражит. the first thing we want to do, Значит, it's no, okay, let's так, not слушайте, do про чудеса давайте где-нибудь в другом месте. But it's something I'm not showing you with a weak muscle. То есть это не то, что я вам Something показала. you can see change.
Пусть я не показываю вам слабые мышцы, но вы воочию убедили, что перемены возможны, и они происходят. And it's not because I have healing powers. И не потому, что у меня такие мощные Maybe you руки. do because you are. У вас, может быть, такие руки, которые могут целить, но не у меня. У меня этой силы в руках нет. So, we want to give Alexei the drops. Значит, Алексею нужны To капли. start the process, the normal process of development. Для того, чтобы запустить нормальный процесс развития. Ну или, по крайней мере, дать ему возможность And he's done very well. начаться. Ты большой молодец. We can let him go, but Так his мы вас mom отпускаем. has to give him these in either, if I don't, can he? Капли Okay. будет пить? Можем давать? A little water? С водой лучше или просто капли может выпить? Леша, они сладкие. Хочешь попробовать? То, что ты в руке носил. Just a little bit of water. Вот так, чуть-чуть с водой. And I put little drops. И накапаем. Сейчас, все будет хорошо. Сейчас тебе доктор накапает, ты выпьешь, и будет очень хорошо. Вот и мама. И маме капли. Yay, Молодцом. strange alcohol water. Странная вода со вкусом алкоголя. Okay, just want to watch when his mother's doing that. See, saying thank you to you. Spasiba. Alexei, you're a wonderful boy. So 5 drops 2 times a day. I would say 5 drops, yeah, twice a day. Значит, берите капли, по 5 капель 2 раза в день. And I want to make sure your doctor keeps А ваш доктор должен продолжать будет работу. development, okay? То есть следите за тем, как Алексей будет развиваться. Значит, по 5 капель 2 раза в день. Okay. Interesting. Yes, just want to answer some questions when they go, so that if they do go. So, first of all, questions on. Вопросы слушаю. Один вопрос. Нельзя рассказать хотя бы на какой-то промежуток времени алгоритм моих дальнейших действий. Я с этим ребенком еще не работаю. So I haven't been working with this child. Could you please just maybe give me the protocol, what I'm supposed to look at or what to do in future for a certain period of time? I have no idea. Понятия не имею. Yeah, Goodhart used to say, "Fix what you find." Готхард имел обыкновение говорить: устраняйте то, что обнаруживаете. I think it's a step-by-step procedure. Я думаю, что эти процедуры поэтапные должны быть. I would hope that you would come to a point where he starts to understand how to resist. Я просто пока полагаю, что вы дойдете с ним до того момента, когда он сумеет сопротивляться в тестах. Which to me would be a very good То есть для меня step это forward. будет огромнейший шаг вперед в его развитии. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. So we have to await his brain То есть нам to надо develop. пробудить его мозг сначала, чтобы мозг пошел по пути развития. There are many things that one can consider. На самом деле принять во внимание и попробовать можно очень много. Left hemisphere was Помните, да? underactive. Левое полушарие недостаточно активное, правое чрезмерно активное. Exercises. Упражнения, все что угодно. We know he's 12 years old, so he's passed a great deal of his developmental. Значит, ему уже 12, то есть значительная часть времени, отведенного на развитие, уже позади. So the first step, I wanted to make sure that his brain То есть мне для начала надо было the information that предпринять меры, чтобы coming мозг from начал below принимать in a correct информацию way. от тела. So with time, I'm hoping Со when you say временем to him, resist, я бы надеялся, что на предложение сопротивляться he starts to develop that capacity. он начнет развивать эти мышечные возможности. And even though his scoliosis might not go away, he И will become a better И несмотря на то, что functioning person. сколиоз вдруг не исчезнет, конечно, тело станет более функциональным. So, positive globally Положительно глобально means central. означает центральное поражение. If you have pathology, Если есть патология,
like sclerosis, Ну, как склероз, например. and stimulus makes no weakness, И стимул не вызывает слабости, pathology, патология. it's dead. Значит, там все мертво уже. Alexei was working А у Алексея все работало, because it weakened the mother, потому что было ослабление but мамы. it wasn't working very well. Просто работало не очень хорошо. So, and the vibration, the transcranial vibration is an interesting А development, транскраниальная вибрация – это вообще затея чудесная. and it helps us to assess the brain. Помогает оценивать функции мозга. So, whereas this doesn't so much. А высокочастотная не дала никакого эффекта. Ну или, по крайней мере, если дает какой-то эффект, то не столь существенный. But we're not going to be talking Но мы сейчас не об этом говорим. because it's already confusing. Я вас и так уже достаточно запутал, мне кажется. But presented with a patient like Alexei Но is если к вам приходит на прием такой пациент, как Алексей, so to concentrate, it makes sense, I hope, я надеюсь, понятно, that to concentrate on the scoliosis is not the что right заниматься thing at сколиозом на that этом point. этапе, ну, просто Бессмысленно, если мы... неприлично. What did he say? He hasn't been working with him yet. Oh, no, I wasn't. Я не имею конкретно вас в виду. No, I was just Просто making a как общее general замечание. comment. Yeah, no. Ничего личного. But if his brain starts to work, you have a lot you can do. А вот когда мозг начнет работать, у вас будет возможности тьма тьмущая. Finished question? Закончили. A totally different case than. То есть действительно, ну, наверное, не зря и не, наверное, вы не пожалели о том, что мы увидели совершенно иной случай и совершенно иной подход к работе. Okay. При суррогатном тестировании К27 у мамы или у ребенка предпочтительно? When you do surrogate testing, K27 is preferably in mom or the child? Mom. Мама. It's the person that you're testing the muscle То есть on. используйте К27 не у ребенка, а у мамы, потому что К27 применяете на том теле, которое тестируется. Алексей Ильич, вопрос у вас был? Этот же. Same question. Oh, okay. So we ready? Готовы продолжать? Finally, we can do some practical. Ну, наконец-то практика уже. Okay. We'll attempt to use the vibrating device, okay? Значит, пытаемся использовать вибрационное приспособление. And because we have nothing specific, И поскольку мы не ведем речи ни о чем специфичном, you're just going to play a bit. просто поиграйте с этим пока. One of the easiest things to do is an arm Самая простая рука in a supination в супинации, and in pronation. а потом в пронации. And the distal arm Дистальная поверхность руки with shoulder shrug, с пожиманием плечом, extension, экстензией, flexion. флексией. If you don't have anything, change. Если ничего не получили, поменяйте стороны. Okay? This is the easiest. Это самое простое для практики. And then we'll go to another thinking process. А потом перейдем к следующему процессу мышления. I just want you to practice using the Я vibration хочу, чтобы вы сейчас просто потренировались использовать вибрацию, and thinking about which type of other challenge, double challenge, you can задумываясь make, о том, какие виды провокаций или двойных провокаций можно подключать and testing the с opposite тестированием side. противоположного разгибателя. Okay? Договорились? So we only have like 15 or 16. Enough. One for two. Yeah, one for table. Нужно No, not тестировать even. прохождение нервов, то есть. Yeah, So one testing for- along the nerves. We're Vibrating just along going the to nerves. do nerves at Да, this сейчас point. тестируем нервы, то есть сейчас по ходу нервов. По ходу нервов. You can also, if you Можно, wish, конечно, если хотите, move from peripheral nerve переместиться с периферических нервов to walking up the transverse processes на поперечные отростки шейного отдела позвоночника. of the cervical vertebra. То есть шагать по поперечным отросткам. So anybody have any neck У pain? кого шея не лады, у кого шея больная. Выходите, пожалуйста, Алексей. Okay, why not, my друг? Почему нет? So we'll have him sit. Садитесь, пожалуйста. And you don't have to have neck pain, but we'll just show you На самом what деле the совершенно не idea. обязательно, чтобы шея болела, просто попробую показать, что имею в виду. So testing the right side, Тестируем правую сторону, challenging the left side. провоцируем левую. Now I'm going to move him forward. Руку выдвигаю вперед, It's Photoshop. отсоединилось что-то. Okay, testing first. Сначала тестирую. Сопротивляйтесь.
Don't let go. Не отпускайте руку, постоянно That сопротивляйтесь. was, he decided to stop the, he's deciding to stop the test. Пациент сам решает, когда прекратите сопротивляться. Не решайте. Хорошо, okay. So some patients will stop the test on their own. А то пациенты решают сами проводить тест, сами знают, когда сопротивляться, когда отпустить. Vibration, we'll have him turn Поверните голову, пожалуйста. because his beard А hides то it. борода все прячет. Сопротивляйтесь, nothing. Ничего. Moving up, Пойдем вверх. moving up, Еще выше. moving up. C2, С2. C0, С0. nothing. So this side. Ну, Кушетку надо So he has nothing on the left that shows with the слева vibration. ничего. I'm testing cervical joint receptors. То есть тестирую шейные суставные рецепторы. Джо, Okay. кушетку давай поставим вот так. Let's put the table differently. How? Как? Вот так. How farther away? Просто дальше. Нет, просто плашмя, и тогда я смогу подойти с одной и с другой стороны, и его он не будет загораживать. Nike, just do it. Okay. Can you see? Maybe over here. А вам, может быть, туда пойти? Now we look at my. Во всех Okay. случаях, либо только в этом. Okay. Vibration. Не поняла вопроса. Поворот только в этом случае, либо во всех. So, the head rotation for the people to see, or... To see. Просто вам видно было. Only to see. Можно и ровно было. He has big Повернули beard. голову только для того, чтобы борода не мешала вам видеть. Just to see. Только для этого. Okay. Down. Down with arm. Okay. Сопротивляйтесь. No. No. Сопротивляйтесь. Weak. Слабая. Around C7. С7 примерно. Сопротивляйтесь. C6. С6. Сопротивляйтесь. 5. Нет. 3. Нет. 2. Нет. Nothing. So, on this side, С правой стороны we have a positive response. есть положительная реакция. Now, we don't know if this is joint receptor Мы не знаем, что это суставной рецептор or nerve. или нерв. So, what do we do? Что делать дальше? Go down the arm. Yes. So, we'll have to turn the head again. Just Поверните снова голову, как было. have the same parameters. Те же параметры. Reestablish the weakness Восстановили слабость and move down. и перешли ниже. It looks like what? На что похоже? Nerve. На нерв. So that's what I want you to do. То есть вот чем мы будем с вами сейчас заниматься. Both sides. С обеих сторон. Because you need to test with one hand and, Потому что надо научиться тестировать и одной рукой, и другой. and I want you to go about it slowly Только, пожалуйста, не спеша, and have confirmation. получая каждый раз подтверждение своим находкам. And you, if you want to see how difficult it is in the past, it was in the past. If you want to see how difficult it was in the past, you can ask to borrow Oscar's Gummerton. Но если хотите убедиться в том, насколько сложным все было раньше до этих щеток, попросите у Оскарса камертон. Because that means you have to keep. То есть вот тогда будете исполнять этот ритуальный танец с камертоном. Okay, let's play. Ну, давайте играть. So we have probably one per table. Берите щетки, скорее всего, хватит одну на кушетку. Но если где-то не хватит, значит будете по 3, по 4, по 5. Ну, уточняющий, давайте. Ну, то, что мозговая ткань больше чувствительна к низкой частоте, So brain tissue is more sensitive to low frequencies, right? Well, it just vibrates. Он просто It вибрирует, jiggles it. просто доходит вибрации. I could beat the brain. Я вам просто колотить вам по голове, был бы тот же самый эффект. То есть мозг просто будоражится от низкочастотной вибрации. Это просто эффект взбудораживания. You can feel it
Попробуйте, почувствуйте. Я массажу. It's okay. You don't see much. Почти ничего не видно, верно? See the bubble from the top? It's moving. So it's putting through. So the same thing. То же самое с головой. So that's the difference. То есть в этом и вся разница на самом деле. So if you put that on your brain, А это it's totally different. You see? совершенно другая история. Более грубая So вибрация. it So penetrates just the yeah. more rough vibration. Yes, yes. Да? And lower. И ниже. Спасибо. Не слабая. Okay, so wait. Подождать надо пациента сначала. Сначала пациент должен начать делать движение, а потом уже вы оказываете сопротивление. Не наоборот. Двигаемся. No. You're creating the weakness. Вы провоцируете сами слабость, Because создаете it ее. was strong and then you pulled more. That's not Сначала what была you сила, а should. потом вы еще раз дернули, и он, конечно, ослаб. So pull with fingers. Пальцами. Fingers, not biceps. Пальцами, не Yes. Too strong. Слишком сильный бицепс. Pull fingers. Пальцами. That's better. That's better. Вот теперь Much лучше better. уже. So you feel better here. That's Чувствуете совсем very другие good. ощущения, верно? Отлично. That was good. Спасибо. Теперь было хорошо. Таня. Я здесь, я слышу, говорит что-нибудь. Никто ничего не говорит, Таня. Same problem that we see everywhere. They're pulling down. Господа, не уходя от своих кушеток, сюда посмотрите все, пожалуйста, и послушайте. So, Распространенная ошибка. сопротивляйтесь. No. Когда тестируете разгибатель, No. многие тянут руку к себе вниз, а надо к себе вверх. Oscar's is terrible because he cheats. А потом Оскар такой хитрец, что с ним очень трудно. He's very strong and does not want to be weak ever. Он очень крепкий и ни в коем случае не хочет сдаваться. Никогда. Сопротивляйтесь. Now, until he pulls in the right direction, I will Сначала continue. дождитесь, что он будет сопротивляться в нужном направлении, потом создавайте сопротивление. Видите, что он Pulling up, делает? not good. Pull. Better, but no. Лучше, но все еще нехорошо. So I'm going to take him out of his capacity. Ну а теперь совсем лишу его возможности. Сопротивляйтесь. No, he tends to pull down. Видите, что он делает? Вниз рукой Straight back. тянется. Назад. Строго назад. Pull. No. Нет, назад. It's better, but pull. Pull. He's a person that uses every muscle in his body. Это тот человек, который будет включать любые мышцы тела, все подряд. If he tests me, Протестируйте меня. I know to isolate my muscle. Я знаю, как изолировать мышечную функцию. Resist. Finish. Все. But he tightens every muscle in his А он shoulder, напрягает все like мышцы this. плеча. And he's very hard to test. Его очень трудно тестировать. So, with a person like Когда попадается такой пациент, Oscar's, you're going to have trouble. у вас будут неприятности, сложности. He's doing everything else than Он what I будет делать want все, to что угодно, только чтобы не дать вам правильно протестировать. do. And he's untwisting. Видите, что он делает? То выкручивает руку. Сопротивляйтесь. See, he starts to Вы видели, да, untwist. что он делает? Крутит That's руку во not все good. стороны. Сопротивляйтесь. See, he's doing everything. That means he's stabilizing his shoulder То very есть он пытается strongly. максимально стабилизировать плечо, чтобы не On показать Oscar's, it's very слабости. difficult. So you Это have to вообще сложно по test определению. maybe something else. So we don't try to give him less of an Попробуем opportunity. его немножко обезоружить. Сопротивляйтесь. Okay. This muscle he can't do a lot with, but we're far away. Видите, очень далеко, конечно, но с этой мышцей ему так не схитрить. So either you have him hold it. То есть можно попросить Оскара самого держать вибрацию. Сопротивляйтесь. Good. Change. Поменяйте Сопротивляйтесь. There's positive. Вот это Okay. положительная реакция. So you find it, use this. Теперь вы ищите. So there are people like Oscar's that just То есть есть такие unconsciously люди, как Оскар, use every muscle in their shoulder. тест не в правильном направлении, потому что подключают все возможные It's мышцы. sort of like testing a power lifter. Это все равно, что тестировать человека, который You know занимается power lifters? пауэрлифтингом. You have heard of power lifters? They lift as much as they can. And they put big tape on their legs. Они себя обмотают, закрутят, чтобы поднять максимум. If you test one of those people, Если тестировать будет одного из таких,
They're somewhat like Oscars. Знаете, что они вот такие же, как Оскар. They use all the muscles. То есть они включат абсолютно все мышцы, лишь бы достичь желаемой цели. If you test a bodybuilder А если тестировать бодибилдера, that is used to isolating their muscles который to умеет make them grow, изолировать мышцы, то they're есть fantastic. напрячь что одну мышцу, то Because другую. you Вот say они просто фантастика. only deltoid. Ты им говоришь только дельтовид. They know that. Пожалуйста, вот вам дельтовид. And when they're weak, they go, no. А уж когда у них слабый, And it's like, and they go, сразу видно. they can't believe it. Каждый раз Because that's how good at they isolating muscles. So he's a nightmare to test. He's my friend, but he's a nightmare. Оскар мой друг, но кошмар просто ходячий. Okay. Try to keep as much as possible. Максимально возможно. Okay. What's wrong? Что не так? Probably not a good idea then. Use something else. Где больно, Сергей? Is боль? Плечо болит? Okay, then I would hold it. He's not good to test. Ну, значит, вообще, может, не стоит это использовать. Назад рукой. Назад. That way. No. See, he's not doing. Видите, он не делает даже движения. No. No. Нет. Нет. No. Okay. This. Вот туда. Okay. Now better. Теперь получше. Now finally he. No. Now he's still. Нет, опять. No, wait. Подождите. You small person. Вы не He big person. маленькая по сравнению с ним. Bring this closer to you where you have to Руку work. к себе, там, чтобы вам легче было дотянуться до стимула. He really cheats. Но он очень хитрит, конечно. Maybe you should use the other side. Может, надо другую сторону использовать. You're changing parameter. Вы параметры меняете. It's not even on. У вас даже не включен вибратор. Не, он включал. Oh, okay. Сопротивляйтесь. No. Nothing. Ничего. Do again. Делайте заново. He's had this problem a long time. У вас давно эта проблема. I would use the other side. Я бы взял другую руку. Well, if you look Ну, посмотрите просто. here. Сравните две стороны. This is smaller for some reason. Здесь меньше мышц. Okay, try doing other side. Делайте другую сторону. Другую сторону делайте, он говорит. Другую руку. Use that hand. Bring closer to you. Ближе к себе руку. Okay. No, down, There I down, had a question. down. Okay. Так, ну все, у нас здесь проблема. Okay, make sure that the arm is lower Во-первых, руку ниже. Показывайте, when что you're testing. Показывайте, что прошло, So а that что не прошло. the arm, so that you naturally pull up. Если рука ниже, вы, естественно, будете тянуть немножко вверх. You're moving the arm up. Don't do that. Опять руку подняли, не надо. Okay, do the arm. Руку. We had weakness before. Well, and if it's not there now, А теперь, если ее нет, cranial nerve. They had weakness over there. show me it's possible. Показывайте. Она была, мы ее немножко испортили, сняли напряжение затылочных мышц, They treated suboccipital muscles. освободили еремное отверстие, So released jugular foramen. единственное клавишек And everything has become better. It's possible. Ну, возможно. I can't confirm because if it's gone, it's Подтвердить gone. ничего не могу, раз все прошло, значит прошло. Could be gone, but it's сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. There's nothing there now. Да, ничего нет. Не в руку. See how fast you can go? Знаете, как быстро можно? So nothing. This side? Sorry. There. Okay. Try this. Same side. Okay. Тут вот я вопрос. Мы протестировали. So we tested Now the you're muscle. pulling Нет, down. вы Don't do тянете that. вниз, не делайте Pull up, этого. yes. Good. You can even. That's good. Okay.
Да. Вот здесь гипо. Well, you're changing your pull. Вы опять изменили направление тяги. Is he saying kipo? Потом здесь гипо. И вот это вы опять. So found several spots. Примерно чуть выше. You're changing your Зачем parameters. вы меняете параметры теста? Everything's changing. You. Каждый раз все меняете. So do again. Just don't let anything change. Не давайте ничему меняться. Oops, that didn't look weak to me. Мне кажется, это не слабо. Doesn't look. You're pulling down. Вы опять тянете вниз. Okay, you can bend this. Согните немножко свой локоть. You can bend it. Можно чуть-чуть присогнуть, просто You can бицепс не still pull with включать. your shoulder. See? Okay. Натяните плечом. Not down. Pull up. Вверх тяните к себе, к плечу. So you want to pull this way. Вот туда тянуть надо. А вот туда? Да. Вектор вот такой? Да. Slightly. Чуть. К плечу, к своему плечу. No, not too Нет, much. это чересчур уже. Okay, not bicep. Вы бицепсом, а не надо бицепсом. Fingers. Пальцами. Use fingers. Pull fingers. Пальцами подтягивайте. That's better, yes. Да, лучше. Well, let me see. Put Дайте it there. Фу, я Sopratивate. сейчас сварюсь, мне кажется. Soprativate. Take away. Ой, мне душно, мне не жарко. Soprativate. Weak. Push back. То, что будет? Тестировать индикатор. Или Сейчас. это нельзя делать? Sopratивate. А зачем? Soprativate. No, he let go. Don't let Не, go. ну связки межостистые. He let go. Не осист, а просто Ниже между. колен укрепить. Soprativate. Сейчас спросим. It's not the best. Сейчас я пройду. Not the weakest. Sopratивate. Soprativate. Okay, not nerve. So, Сейчас. Таня? Сейчас. А так покажи. Тоже же. okay. Может nerve, right? No. Continue pull. Нет nerve. Лигамент. Local. Local. Same bone. Ulnar bone. Maybe, see. Локтевая кость. Bone. So, два articular. Не nerve. Okay? Do same. Articulation here, articulation here. So, понимаете? Yes. That's no nerve because nothing here. Это не нерв, потому что по Must ходу... be too local. So do two articulations. Okay? Локально только на двух суставах. DL. Joseph. Yes, and treat. If I position vibration on spinal process, spine process, and what side indicator muscle we need testing. If I want, It seems odd that it's on the spinous process. Why would it be? No, the question was, would you, for example, if they want to test interspinous ligaments and they want to put the vibration on the spinous process, which side would you test? Обе стороны стал бы тестировать. Because it could be one side or the other or both. Потому что могут проявить себя обе стороны, а может проявить какая-нибудь одна. Вопрос-то какой был? Вопрос был такой: если хотим потестировать межостистые связки и ставим вибрацию на остистый отросток, с какой стороны делать провокацию? I can share. Вот такой был вопрос. с какой стороны брать индикатор? С какой стороны тестировать индикатор? С двух. Иногда с одной стороны, иногда с другой стороны, иногда с двух. Но вообще надо тестировать обе стороны, потому что реакция может проявиться где угодно. Спасибо. Okay. Закрыть окно.
not going to show slides. So he, The camera. oh, okay. So instead of the traffic that we will hear, you will hear my sweat dripping off the floor. Я закрыла окно, но, во-первых, шумно, потому что я больше слышу шум, чем вас и преподавателя. Он говорит, теперь вместо шума транспорта ты будешь слышать звук капающих капель пота. Что, Людмила Федоровна? Совсем не слышно? Okay. What we're going to do now Значит, теперь мы займемся вот чем. is a very stylized practical. Значит, сейчас проведем стилизованную практику. Instead of allowing you to do whatever you want, Вместо того, чтобы позволить вам вольничать, как вам заблагорассудится, I am going to ask you to do something, я вам буду давать конкретное задание, and I want to see how you do that, а сам буду наблюдать, как вы будете его выполнять. so that I can. То есть не делать ничего, кроме того, что будет звучать в задании. Because there is an incredible Потому что variability вариабельность того, что я вижу, высока до дальше некуда. You already said it for me. In the. Oh, okay. No, yeah, you continue. Okay. There's an incredible variability in the ability to test muscles and challenge at the same То есть, time. ну, слишком разнообразно выглядят ваши способности проводить провокацию и одновременно тестировать мышцу. So, у нас есть такой мультфильм, в котором есть замечательная фраза «Душераздирающее зрелище». we need to practice this. Поэтому давайте в этом потренируемся. I can tell you in my practice, Я вам могу сказать одно. I carry these things all the time. Я вот это с собой ношу постоянно. This, Это the toothbrush, щетку, ну, на работе, and my magnet. и магнит. They're always with me. With Это my всегда все со мной, всегда. This is probably some of the best methodology we'll have to diagnose. Потому что это действительно позволяет следовать методологии диагностики. And then find the way to treat. А потом уже в поиске способа лечения. Now, many of you are starting to ask, when are we going to learn to treat? Многие из вас задаются вопросом, а лечение он когда будет показывать? And I have seen this so much. Знаете, я всего этого уже понасмотрелся. That in teaching that many begin to treat before they understand what they need to treat. Очень многие, слишком многие начинают лечить, прежде чем понимают базовые процедуры и осваивают диагностику. And we just treat, assuming that we found it and we've. Ну, как-то так, вот мы лечим, полагая, что мы диагностировали и все про это поняли. А давай полечим, вроде как диагноз есть. If you treat without a correct diagnosis, Но если приступаешь к лечению, не имея в руках, не имея в своем распоряжении правильного диагноза, your patient is paying for nothing. пациент платит ни за что. So I always put myself in my patient's place. Я на самом деле всегда стараюсь встать на место пациента. And I say, would I pay for this? И спрашиваю себя, а я бы за это заплатил? За то, что он сейчас сделал? And I have to say yes or no. И каждый раз стараюсь себе честно ответить, да или нет. A correct diagnosis leads to an effective therapy. Только правильно поставленный диагноз может привести к эффективной терапии. A potentially effective therapy Потенциально эффективная терапия, applied at the wrong place or at the wrong time, проведенная не там или не тогда, is not effective. So перестает быть эффективной. I spend more time on trying to help and trying to diagnose myself. То есть я на самом деле сам трачу гораздо больше времени, которое я провожу с пациентами, на диагностику. And sometimes I use all the time attempting to diagnose because I don't understand. А если чего-то не понимаю, то все время, отведенное на консультацию, трачу только на диагностику. And then in the end, the therapy is very simple. А если диагноз поставлен, то по завершении диагностики лечение-то на самом деле не представляет труда. Or made more simple. Или, по крайней мере, становится гораздо более простым и легким. I've already given you one therapy for Одно, scoliosis так сказать, один вид лечения я вам для сколиоза уже показал, with Kate and Anna. когда я работал с Катей и с Анной. So if you've got your kits that you can test with, Так что если у вас есть тестовые наборы, которыми вы умеете пользоваться,
Stretch the spine. Выпрямите позвоночник, потестируйте. Find the TO. Найдите терапевтическую локализацию. And go first to immune system. И сначала выходите на иммунную систему, на реакцию иммунной системы. If you find the homeopathics that help, Если находите помогающую гомеопатию, you're done. дело сделано. You don't have to do anything more that И day. вам больше не придется делать ничего более. What could be more simple? Что может быть проще? We cannot assume that we're going to fix our patients in one time. И нельзя полагать, что за один раз можно пациента излечить. Allow the body to react. Дайте возможность и время телу отреагировать на то, что вы ему предложили. That's one therapy. Это уже один вид лечения. Very effective. We saw that. Чрезвычайно эффективный, мы с вами убедились в его эффективности. The most difficult case will be Alexei, Вот Алексей, конечно, гораздо более сложный случай. because his brain isn't with us. Потому что мозг его нас не слушает. But still we can do some very simple things При этом все равно самое простое применимо. that sometimes surprise us. Причем те результаты, на которые мы порой выходим, нас удивляют. I remember having a 4-year-old girl Помню, привели ко мне 4-летнюю девочку. that parents brought to me in Italy, В Италии ее ко мне привели родители. and she was like this, Вот такая была. couldn't lift herself up. Не могла совершенно себя поднять. I had to use the mother test, Мне тоже пришлось тестировать маму. and this is difficult at best. То есть даже тогда, когда очень трудно, надо стараться делать все, что от тебя зависит. But I found immune system, Тоже вышел на иммунную систему. and they took them immediately before leaving. То есть мы попробовали изменить ситуацию, прежде чем они покинули кабинет. Not God drops, but immune system drops. Капли для иммунной системы, не те, что я этот раз вам показывал. They started driving home, Они поехали домой. and the child's like this, Вот такая девочка была. lifts up, Она вдруг раз поднялась, tells her parents, "I'm hungry. родителям говорит: я Can we голодная. eat something?" And they were startled. Те просто дар речи потеряли. And she was being examined by medical doctors for a very rare type of genetic А problem. ей там врачи что-то такое генетическое диагностировали, смотрели ее, смотрели, консультировали. So when they brought her back to the medical doctors and she was well, Когда ее уже в этом ее новом состоянии привели к врачам, what do you think they did? что, по-вашему, сделали врачи? They said, "Go home. Они говорят: идите домой. We don't care. She's better. We're not interested in Ей her." лучше, она нам больше не интересна. They weren't even interested in how she got better. Они даже не заинтересовались, не задались вопросом, что случилось, что сделали для того, чтобы она изменилась. So with scoliosis, При сколиозах divide your treatment тоже program дробите, into sections. дробите свои воздействия, дробите свои планы лечения на отдельные приемы, на отдельные части. Once you have the main resistance to getting better removed, you can begin to have a Но помните, что только тогда, когда вы убрали сопротивляемость изменениям, только сопротивление, то есть только тогда можно приступать к дальнейшим процедурам. So I'm going to ask you, once you give some drops and the stretch is gone, what do you do? Я вас вот теперь спрошу, ну там хорошо, пусть, допустим, дали капли, потянули, сопротивление исчезло, что делаете? Scoliosis is a especially full spine. Сколиоз, особенно с лечением всего позвоночника, Complex problem. это очень сложная комплексная проблема. So there's no one therapy. There are many. Поэтому сказать, что вот лечить вот так невозможно. Вариантов множество. How do we fix the lung function? How do we fix the diaphragm? Думайте, как лечить легкие, как лечить диафрагму. Is the diaphragm involved at this И вообще point? участница или диафрагма в данном случае. А как чувствует себя перикард, является ли он частью проблемы? А таз? What about the dura? А твердая мозговая оболочка? So we have a lot of things that we need to То есть diagnose. на самом деле очень многое надо научиться диагностировать, прежде чем задумываться о дальнейших процедурах в лечении. Okay? That's why we're learning diagnostics. Вот поэтому мы с вами изучаем так тщательно диагностические подходы. So high hertz vibration is what? Итак, высокочастотная вибрация для чего? Nerves. Nerves. Нервы. Low hertz, Низкая частота. more soft tissue. Мягкие ткани, скажем так. Could also be bone, Может быть и кость, and it's viscera, висцера. and also what? И Brain. что еще? Головной мозг. Now I showed the difference
Я показывала отличия. Just in passing. So we watch the water. Следите за состоянием воды. And they can't say anything, I guess. It gives a very slight reaction. Вода практически не реагирует. Ну, то есть начинает вибрировать, но совсем немножко. But the low hertz А вот на низкую частоту, agitates the water a смотрите, lot она more. сразу будоражится. So this is very much more evident. И гораздо очевиднее взбаламученность воды на низкочастотную The вибрацию. water bottles, the water То есть она droplets are пузырится jumping гораздо away. больше. So this has a different effect То есть это совершенно for другое stimulating the воздействие. tissues. Now, Ткани стимулируются совершенно иным if образом. it's a normal tissue, it should create no То есть problem. если ткань здорова, то никаких проблем в ответ на этот стимул возникать не We'll должно. be talking about how to use this tomorrow. Но о низкочастотной вибрации более подробно завтра. We saw a little bit of how I used it with Alexa. Ну, отчасти вы увидели использование низкой частоты, когда я работал с Алексеем, So, прикладывая did вибратор к голове. everybody see what Alexei did in the end? Видишь, что он в конце сделал? Why? Почему? Was tired. Or collapsed. His brain was tired, yes. Потому что мозг устал, он просто сложился. It was too much for his brain. Потому что мозг сказал, все, больше не могу. Tired it out. He couldn't anymore. То есть это была реакция, я закончил. Okay, so what I'm going to... Excuse me, there's a question. So low frequency, so 100, 205, what is it? This is a not a pure frequency. Ну здесь не чистая частота, It's just low. ну просто низкая и все. Is this a massage thing or what is it? Да. If you look on the internet, you can buy it on the sexual sites. Ну вот посмотрите эти игрушки для любовных игр, там найдете. Yeah, basically this comes, you purchase it with little applicators on the... То есть они еще с этими, как они называются, с насадками, да. The company that sells this in America sells an analgesic gel that you use it through. Компания, которая продает это устройство в Америке, продает его вместе с анальгезирующим гелем. I think they have one that looks like this from Alibaba. Наверное, да, Алиэкспресс. Ну, Алибаба, да, то есть где-то там он это взял. And it's very cheap. Дешево. I think I saw it for 4 euros. Мне кажется, за 4 евро я видел. Then you have to pay shipping and... Ну, а там еще пересыл и так далее. In America, this cost me $13. А в Америке заплатил $13. So that's a big difference. Так что разница есть. Почувствуйте разницу. So if you can get it from Alibaba, it's Так что если купите or buy дешевле, хорошо. through the organization a whole bunch of them, and then you... А можно через организацию купить целую кучу. Кто возьмет билетов в пачку? But I went to pharmacies. I went to in Italy and in Я Europe, и в аптеках была, в Италии, в Европе. and I looked on internet. The things that come up are very sexual. В общем, короче, искал в приличных местах, ничего подобного не нашел. So they're, it's, Чем менее приличное место, you тем can выше use one шанс that's купить sexual, but такое. it's probably not very medically oriented. Okay. В общем, короче, вот вам вся информация про это. Okay, so we're going to do a practical. Итак, практика. And Под диктовку, по команде. I do not want you to change. Ничего не делайте, не меняйтесь. Короче, без команды не делаем ничего, хорошо? We're going to repeat with the other person. Потому что потом мы поменяемся и повторим то же самое, что мы делали в другом сочетании. And I'm going to put you into a thinking process. Я вас буду заставлять думать. So that you have to think of how you're going to do this too. Чтобы вы подумали, прежде чем делать, как это будете делать. Okay? So the first thing we're going to do Итак, первое. is spindle cell. Веретена. Okay? Does everybody remember how we challenged spindle cell? Все помнят, как делать провокацию веретен? And Press. okay.
And I'm going to ask you which ones to test, okay? Буду спрашивать, что тестируем. Now we all have magnets. Магниты у всех есть? Татьяна was asking me when the magnets will be needed. Like now. Хотя, Александр, ответ на вопрос про магниты сейчас. So are they sexed or old or? Let's see how they hold them. Okay, so I want you to pick up magnets. Берите магниты. Все взяли магниты. У вас есть? These magnets are strong, Магниты сильные, but unfortunately they penetrate very little. но проникают, к сожалению, очень неглубоко. They will work with what we are doing, Их достаточно будет для того, чем мы сейчас будем заниматься. and this magnet Вот этот магнит is less strong, менее сильный, but it penetrates much но farther. проникает гораздо глубже, Okay, or this one, чем вот этот. Why so? because God told me this. Бог мне так сказал. No, because it's just Я не like слышала. it's just like planets. Это как планеты. Okay, the heavier, the more dense the planet, the more gravitational pull. Чем планета тяжелее, чем она плотнее, тем сильнее ее притяжение. So the more mass the magnet has, the more it sends the То есть, чем больше масса магнита, тем сильнее его воздействие. even though it's weaker. Несмотря на то, что он слабее. Who did I steal this from? У кого я это украл? Oh, sorry. So you can use them. Можете использовать их. You can, and they're in very nice boxes. Да, они еще в таких красивых коробочках у вас. But if you put two together, they're stronger. Если сложить два вместе, будут сильнее. Or if you find an old type of. Или, может, найдете вот такой старый. So when you're looking at brain tissue, Когда разговор идет о ткани мозга, you need depth нужна глубина, to get through the skull into the brain. чтобы через череп в мозг. So we don't know how strong this is. Не знаем, насколько сильный этот магнит. Okay, the magnetic field is better than my little one here, Магнитное поле лучше, чем у этого моего which маленького. weighs less. Okay. So this one I keep on top of my other Так magnet, что, видите, я один кладу на другой, and this one makes this one stronger, и тот второй становится сильнее. and this one makes it throw it farther. То есть один магнит дает силу, второй глубину проникновения. That's for the future. Это вам на будущее информация. Now your red side is Красная сторона южная, and the blue side is north. синяя северная. Okay. Joe, Yes? could you please be over here? No. Thank you. I hate being on film. Okay. Are you ready? Готовы? So choose a subject and I mean a person to be the test subject. Значит, выбирайте себе испытуемого. Lay down on the table supine. Ложимся на кушетку. Испытуемый ложится на кушетку на спину. And I'm going to ask you to use different modalities. И я вам буду предлагать разные модальности. Head in the middle or Head by the wall. Головой к стене. Кто к стене? So all of them or just Yes, all of them. It makes it easier for me to see. so all heads over there.
Well, these heads that wall, those heads that wall. Head to the Итак, голова либо к окну, если это этот ряд, на том ряду голова к стене. Ногами в проход. Ногами к проходу. Но я не хотела говорить про ноги. Почему? Это что, не часть тела? Это часть тела. Now you have to follow. If I have to, I will. Oh, you need a table. Sorry, that's okay. We move. Okay. You don't need the magnet now. Сейчас магнит не нужен. Just your hand. Только руки. Okay, test the left psoas muscle for spindle cell. Тестируем левую поясничную мышцу на предмет веретена. Состояние веретена. CCT. Тонус концентрического сокращения. Test the left psoas. Левая поясничная мышца. Тонус концентрического сокращения. Already we're having difficulties. Уже не так просто, верно? Уже вижу сложности. What are we supposed to do? Делать что надо? Press into it. We're not testing the muscle, we're testing. Ребята, послушайте. Замрите все, пожалуйста. What did I ask? Мы тестируем состояние нейромышечного веретена поясничной мышцы, а не поясничную мышцу. Spindle cell tonus test. Мы тестируем тонус, а не мышцу. Which means you do what? Это значит, надо делать что? That's pressure. Yes, хорошо. Мы тестируем не поясничную мышцу, а тонус, обеспечиваемый ее нейромышечным веретеном. Okay. И вспоминаем анатомию. Okay, the psoas muscle would be Поясничная мышца где? here. Вот она где. Here. Okay? Было сначала концентрическое, теперь эксцентрическое тестируем. That's not psoas, I Это не don't think. поясничная, я думаю. It should be about here. Вот здесь она. Okay. Your surface anatomy must be good. Топ анатомию надо знать. Хорошо знать. Let me see where you're at. Okay. Probably there. You have to press deep. И надавить надо глубоко. Okay. Normal. Okay, bend. Now test the right side. Теперь тестируем правую сторону. Okay. Where is she? Вы где? Поясничная мышца? А здесь I would- золос. It's more. Iliacus. Iliacus. No, iliacus is here. There is no iliacus there. No, this is золос. Yes, I know. But he was saying it. So it would be. Psoas would be more here. Okay. О, другое дело, тут не так больно. Не те руки. It's very difficult to arrive. Yes. You have to have strong fingers. Надо, чтобы были сильные пальцы. Okay, let's try it. Let's try an easier muscle. Давайте возьмем мышцу попроще. Okay. Let's go easier muscle. Так, господа, разбирайтесь по парам, не убегайте никуда от своих пар, пожалуйста. Давайте, чтобы было все стройно, без колхоза. She would never be able to test the psoas that way. Так вы никогда не протестируете мышцу. You have to move to the other side. Yeah. Надо перейти было в другую сторону. Okay, let's change muscles. Меняем мышцу. Test the right quadricep muscle for resting tonus. Правая четырехглавая мышца, тонус покоя. Правая четырехглавая мышца, тонус покоя.
He can move the arm down. Bring the arm down. Руку опустите вниз. Bring the arm down. Even farther. Now he's close enough to be able to do that. Теперь вам удобнее, вы ближе стоите, чтобы удобнее работать. Уже все, уже четырехглавая мышца, то он спокоен. You're going to pop his testicle. You want to be up. А то вы сейчас раздавите кое-что. Now the quadricep is a long muscle. You can't just do it in one spot. Четырехглавая мышца длинная, нельзя ее тестировать только на одном участочке. Okay? And do the different vasti. И широкие мышцы бедра тоже потестируйте. And make a good pressure. Только давление должно быть соответственно. Pressure has to be quite firm. Давление должно быть достаточно сильным. So let me see, because watch. Смотрите. This is rectus femoris. Это прямая мышца бедра. This is vastus intermedius. We have to get deeper. So, sorry. Subretivatus. Okay, bend. Subretivatus. Okay. Then bend. Subretivatus. So, light. Subretivatus. Rectus femoris. Прямая мышца бедра. Deep. Глубоко. Vasti. Okay? Широкая. So find it. Ищите сами. Ili. Push. Okay. So you can use the rectus femoris on the opposite side. Можете использовать прямую мышцу бедра с противоположной стороны для тестирования. Выпрямляете руку. Now pull. И тяните. That's better. Вот теперь лучше. Ili this one. Можете эту ногу использовать вместо руки. Da. So push. Test one hand, too high. Очень высоко вы подняли. Ну, 6-10 сантиметров. 6-8. That was half a foot. А вы на полстопы подняли. There you go. Slabaya? You can also do this. Можно вот так. Push. Поднимайте ногу. Okay? And very slight. Push. Okay? Ничего. You have to use fingers. Пальцами. Okay? Use the quadricep, the rectus femoris to test. Используйте для теста прямую мышцу бедра, противоположной ноги. That's a difficult position. Это трудное положение, то, что вы делаете. Can do it, but difficult. Может подойти, но трудно так. Better to stay on same side Лучше встать на той же стороне and challenge on other. и провоцировать с другой стороны. This is difficult. Так трудно. I can do it, but I don't like it either. То есть я тоже могу так, но не люблю. То есть лучше стоять со стороны тестируемой руки. Sorry. General hypothermia. No, he lets go and Нет, он отпускает, он не держит. you have to help him remember to hold. Ему надо все время напоминать, чтобы он держал сопротивление, не отпускал. It's normal. Нормально. Нормальное. Where do you find hypertonic? Где вы нашли Hypotonic. гипотонус? Oh, just show me. Показывайте. Pushing hard. Вы очень сильно давите. You're pushing with body. Вы телом давите, смотрите. Separate. Push only with hand. Только вот кистью. Feel with Попробуйте. hand. И чувствуйте кистью. Open fingers. Пальцы откройте. Okay. Better. Okay. Теперь лучше. Better. Questions? Okay. Okay. Have the patient Господа, on the stomach. переложили пациентов на живот.
Пациенты на живот. Test and flex the knee. Согнули ногу в колени. And test an internal rotator of the femur. Тестируем внутренний ротатор бедра. Нет. That's an external rotator. Это наружный ротатор. That's an external rotator. Нет. Это наружный ротатор. Тестируем внутренний ротатор бедра. External rotator. Это наружный ротатор. Yes. Семен Семенович. Нет. Тестируем внутренний ротатор бедра, а не наружный. Okay. No. Нет. Нет, нет. Вот ротация бедра, как ее узнать? There. There. Okay, so yes. Нет. Да, да, все правильно. Нет. Не туда. Normal. Again. Too hard push. You're strong man. Вы такой сильный, слишком сильно давите. Fingers. Пальцами. Very good. Okay. Вот теперь хорошо. Test the other muscle. Which one? The other one that you didn't test. External rotator. Теперь наружный ротатор. Okay. Не отвлекайся, дави, пожалуйста. Нет. Internal rotator. Wait a second. You I'm said sorry, I said external. external. Test the internal. I'm sorry, the other side. Не, ребята, не наружный, протестируйте внутренний на другой ноге. Тоже внутренний на другой стороне. Allow external rotation as far as it can go. I'm sorry, internal again. Значит, сначала позвольте сделать максимальную внутреннюю ротацию, а потом тестируйте. Вот мысли потеряны. Сказали, делаем. Нет. Not for that reason. For facial shortening. No. I mentioned it yesterday. Я вчера упоминал. Stabilization of the pelvis. Нет. I mentioned it yesterday. Вчера упоминал. It works just like this muscle. Потому что эти мышцы работают как вот эти. Just like the rectus. Как прямая мышца. It allows us to test. So they are first order muscles. Yes. Это мышцы первого порядка. So when your patient is supine, Когда supine or prone. Prone. Когда пациент на животе. Thank you. This is the muscle you prefer to test. Эта мышца предпочтительна в тестировании. Okay. Понятно? So test the right internal rotator. Тестируйте правый внутренний ротатор. Okay. The right internal Правый rotator. внутренний ротатор. Good. You only need one hand. Зачем вам две руки? Одной достаточно. Okay. Сопротивляйтесь. It's normal. Нормально. It's not слабая. Use fingers. Пальцами. Use fingers. Пальцами. Further out. Стопу дальше. То есть исходно позволить максимальную внутреннюю ротацию, а уже потом тестировать. Much internal rotation as you can get. Прежде чем приступаете к тесту, позвольте бедру совершить максимальную внутреннюю ротацию, а уже потом тестируйте. And then you push upwards and inwards. И толкайте ногу по ноге. Okay. Now take your free hand. Your hand that is not the test hand. Теперь свободной рукой, той, которая не выполняет тестирование. No, I don't want to wave. Нет, махать мне не надо. Push on the erector spinae on the left. Надавите на разгибателя позвоночника слева.
and test the right internal rotator. И тестируйте правый внутренний ротатор бедра. If it's strong, it's normal. Если мышца сильная, то все нормально. Move up the spine. Продвигайтесь пальцами вверх по позвоночнику, вдоль позвоночника. If you find nothing, if you find something, Если получаете положительную реакцию, put the magnet south pole over it and test again. Положите магнит южным полюсом и протестируйте еще раз. Wrong side. Wrong side challenge. Провокация не с той стороны. Provocation has to be left. Слева должна быть Fingers, провокация. fingers. Пальцами. It usually doesn't take it away. So local. Сопротивляйтесь. It's normal. So. Нормально у тебя. Может, здесь Do the same thing with the other side. То же самое с другой стороны. Он не тут не туда нажал. Все то же самое, только с другой стороны теперь. Здесь точка. Держи. Ногу вот в таком положении. Дави на меня. Все, дави. Вот она просто ближе к позвоночнику. So push with finger. Пальцами. Different. По-другому? This is not good. Основанием ладони не стоит. Your tendency is to do this. Видите, у вас какая тенденция, вы знаете, что делаете? Your tendency is to feel with fingers. Пальцами почувствовали, Сопротивляйтесь. And then you do this. а потом раз. Use your body. То есть вы телом ложитесь на руку. Only fingers. Только пальцы. Okay. Finish. Just Все, достаточно. Okay. Сопротивляйтесь. Normal. Сопротивляйтесь. Try using different hand too. Попробуйте другой рукой. He's not the strongest. Не самая сильная, но нормальная. Be careful not to move too much body into Не it. старайтесь телом ложиться на руку, только рукой. If you lock your arm, you test with your body. Если вы That's прижали not руку good. к туловищу, вы начинаете всем своим туловищем тестировать. Okay, now take your. Anybody positive? У кого-нибудь есть положительная реакция? Okay. Now, take your gigaton. Take your vibrator. Берите вибратор. Your patient has coccydynia, and you're trying to evaluate the nerves in the coccyx. Значит, у вашего пациента коксидения. Вы пытаетесь определить состояние нервов копчика. Show me what you would do. Показывайте, что будете делать. And be careful where you put it. Только не забудьте, где копчик, а где окружающие области. Где соседние с ним области. So, do you know where the coccyx is? Вы знаете хотя бы, где копчик? That is not coccyx. Это не копчик у вас там. If you don't know where it's at, stick your finger there. If you find a hole, it's not it. Если палец попал в дырочку, это не копчик. That's coccyx right Где there. копчик? Not there. Они там. Yes. So a question here. Would you Yes. tell with the magnet? Why? That was Зачем? negative. Там же было все отрицательно. Латеральный позитив. Lateral was positive. It's nothing. Нет? No, I already told him that. You're pushing with your body. Не давите телом. Вы на руку свою ложите всем своим телом. And you're using a very strong contact. У вас очень сильный контакт. Okay, make sure he resists out, not Чтобы он down. ногой наружу сопротивлялся обязательно. See? Easier to feel. Видите, пальцами легче чувствовать. Now, wait a second. Вы что так взбесились? Вы что? This is impossible to find anything that Так ничего way. нельзя найти, как вы пытаетесь. Пожалуйста, успокойтесь сейчас.
слабости с индикатором. It doesn't work that way. Так не работает это все. You only use it to eliminate Он weakness, только для not устранения create. слабости, но не для создания слабости. Здесь была слабость. It doesn't look like it to me. Не по- как где она? Толкайте. Смотри, не поправляй. Well, it's pretty strong. Сильная. So use fingers. Кончиками пальцев не касаться. That's better. I don't see anything. Okay, show me position of tuning for Yermakov. Покажите положение вибрации. Где вибрация будет? Покажите, Хорошо. доктор, покажите прикладному кинезиологу, где копчик. Okay, which muscle you test? Какую мышцу тестируете? Rotating. Remember opposite side. Помните, противоположная сторона. Must be opposite side. Противоположная сторона должна быть. Okay. Слева от копчика оставь, а где правую внутри этого. Скини там есть копчик. Слева. Okay. Ну, я буду делать. Now test the sciatic nerve Седалищный нерв on the left leg на левой ноге. Тестируем. using vibration. С использованием вибрации. Левый седалищный нерв с вибрацией. Тестируем. Using the indirect method. Используя непрямой метод. Indirect. Непрямой. There you go. Вот, да. Yes. Okay, more than one spot. Не только в одной точке. Левый седалищный нерв вибрации непрямым методом, не только в одной точке. Okay, so lateral would be S1, L5. Internal would be L4, L5. Position of the vibrant. The internal position, L4-5. The lateral, L5-S1. Латеральная L5-S1. Медиальная L4-5, латеральная L5-S1. Are you doing? Что вы делаете сейчас? First you're testing the wrong muscle and you're on the wrong side. И сторона не та, и мышца не та. Indirect test must be internal rotator. Внутренний ротатор с противоположной стороны, непрямой тест. Сопротивляйтесь, I show. Okay, no. Сопротивляйтесь. Table no move. Start here, сопротивляйтесь. Table move. Положение ноги зависит даже. Когда мы тестировали поясничную When мышцу, we tested the lumbar muscles, справа был ACT, on the right, слева CCT. только это право. Ну, справа было CCT. So CCT on the right and ECT on the left. Of what? Чего? Разгибателей? Erectus spine. Они Илиакус? поясничные. Psoas. In the other Когда на position. спине не было, да? Теперь поняли. Уходила провокация с помощью локализации на область селезенки. TL of the spleen, splenic flexure. It's possible. Когда мы начали тестировать разгибатель спины, when we started testing erectus spinae, вот этот участок this area, на ACT. ECT reacted. Well, if you're starting to find so many muscles Если начинаете обнаруживать такое большое количество spindle мышц cell tonus problems, с проблемами тонуса,
then you're better not to test so many. There's something else going on. Лучше искать другое, то есть не надо уже по мышцам идти. Which might be like you suggest as metabolic. Вполне возможно проблема метаболическая. So once I find 4 or 5, I Если я уже начинаю находить 4-5 тонусных нарушений, я уже перехожу просто к другим протоколам, потому что слишком много. Проблема выше, чем просто на мышцы замыкать. So the problem is not just the muscle, right? True. Верно. Это уже не мышечная проблема, это слишком много. Okay.